Всех приветствую. Ну что ж, можете меня поздравить, у меня снова сработал второй стоп подряд. Возможно, кто-то даже может порадоваться этому событию, но мы давайте посмотрим график чуть позже. Начнем с того, что глянем интересную статистику, посмотрим главные и последние новости криптовалют. И как вы видите, весь крипторынок вслед за биткоином также пошел вниз в коррекцию. В небольшую, но все-таки рынок окрашен в красный цвет. Dogecoin показывал рекордные объемы торгов еще только вчера, сегодня же он скатился и уступил место даже Bitcoin Cash. Объем торгов за 24 часа намного меньше, нежели в последние дни. Наибольший рост и практически единственный нормальный рост показывает монета Toncoin плюс 15 с лишним процентов, а наибольшее падение почти 12% минус как раз таки у собачек, у Dogecoin. И первая новость на сегодня. Краснов предложил включить цифровые валюты в уголовное законодательство. Краснов – это генпрокурор. Также он сообщил, что с учетом криминологических прогнозов текущая ситуация бесспорно требует от правоохранительных органов усиления мер по профилактике и раскрытию преступлений. По его мнению, включение в Уголовный кодекс цифровых активов будет способствовать расследованию дел о хищении и возможности их ареста. Зачем ему хочется включить в Уголовный кодекс криптовалюты? Все из-за того, что во-первых, чтобы их можно было бы арестовывать, ну и прикрывается все это делом, конечно же, с целью расследования о хищении этих криптовалют. Вот что он заявил. Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. В связи с этим, на мой взгляд, требуется их включение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, в части возможности признания предметом посягательств и наложения на цифровые активы ограничительных мер. Включат ли криптовалюту с его подачи, либо не с его, но я думаю, случится это со стопроцентной вероятностью, здесь вопрос лишь во времени. Потому что все больше и больше денег переводят в крипту, но надо же как-то собирать и отнимать их. За последние сутки ликвидировано почти 95 тысяч трейдеров, забрали у них 358 миллионов долларов, почти 82% из всех трейдеров это лонгисты. Именно их пострадало больше всего. Ну и на этом проливе обманули не только меня, но и еще большое количество трейдеров, о чем свидетельствует и превышение объем ликвидаций. То есть на этом последнем импульсе залетало очень большое количество игроков, потому что это был очевидный сетап на лонг. Собрав стопы, они увидели, что ликвидности еще достаточно. Желающих полонговать здесь еще очень много. За последние 24 часа выросли шорты почти плюс 5%, плюс 4,7%. Лонги также потихонечку растут, и каждый день видим, как они прибавляются на 0,5%, на 1%, на этот раз плюс 0,6%. Но это же у нас подтверждает и динамика, лонги постепенно растут, шорты также растут, но более рвано. Еще одна интересная новость: к цифровым активам подключат биржи. Участники финансового рынка обсудили с Центробанком перспективы торгов. Банк России обсудил с брокерами, биржами и операторами информсистем концепцию организованных торгов цифровыми финансовыми активами. Нововведением подхода стал возможный допуск к рынку бирж и центральных контрагентов. Центробанк хочет предложить инвесторам контролируемую замену криптовалютам в привычном формате торгов. Видимо, планируется открыть торги какими-то криптосуррогатами на московской и питерской биржах. Что считает по этому поводу, например, московская биржа? Они назвали инициативу интересной и готовы ее обсуждать. Концепция предполагает использование существующих биржевой и расчетной инфраструктур. Это будет способствовать концентрации ликвидности, что подтверждается мировой практикой вторичного обращения и фиатных, и цифровых активов. Питерская биржа, СПБ биржа, заявила, что готовы предложить свой опыт и включиться в развитие новых продуктов и рынков. В общем, одна и вторая биржа готовы поучаствовать в этом, так сказать, эксперименте. Судя по всему, это еще один способ легализации криптовалют, и при таком подходе можно даже не выдавать никакие лицензии тому же Binance, а просто открыть торги на московской и питерских биржах, параллельно с другими российскими акциями. Ну и, естественно, допуск там будет полностью подконтролен, и налоги будут высчитываться автоматически. Что же касается настроения на крипторынке, мы снова еще упали. Снова мы находимся в экстремальном страхе. Сегодня цифра 21, хотя еще вчера были в обычном страхе и была цифра 27. Обновилась информация по Google трендам. Интерес к биткоину падает еще сильнее. В прошлый раз была цифра 17, сейчас мы обновились и находимся на цифре 13. Цифра 13 была в последний раз в октябре 2020 года. 25 октября обновлялась информация, и как раз таки была 13 цифра. Каждый день меняем зону на Bitcoin Rainbow Price Chart. Позавчера мы были в зоне аккумуляции, вчера были в зоне дешевого биткоина, ну и снова сейчас на падение вернулись в зону аккумуляции.
Что-то мне подсказывает, что в скором времени мы покинем эту зону и скоро будем снова в дешевом биткоине. Еще одна из последних новостей криптовалют. Центробанк Кубы выдаст лицензии поставщикам услуг цифровых активов. Они сделали заявление, что будут выдавать лицензии поставщикам услуг виртуальных активов, и заявки будут рассматриваться в течение 90 рабочих дней при условии предоставления необходимых документов. Лицензии будут предназначаться как для физических, так и для юридических лиц. Тот, кто получит эти лицензии, им разрешат работать с виртуальными активами, но только с теми, которые одобрит Центральный банк Кубы. Очередная страна, в которой пытаются как-то легализовать криптовалюты, но не хотят давать им полное свободное существование. Также все, кто хочет торговать криптовалютой, должен получить лицензию, и даже криптовалюта, которая хочет зайти на рынок Кубы, должна быть одобрена Центробанком. По-моему, это какая-то хрень. Но вот эта вот новость достаточно неплохая. Fidelity добавит инвестиции в биткоин в пенсионный план. Американская финансовая компания Fidelity разрешит своим клиентам вкладывать в биткоин пенсионные накопления. Те, кто сам захочет, все трудящиеся американцы смогут самостоятельно выбрать величину инвестиций в криптовалюту. Однако предельно допустимый лимит – это 20% от суммы пенсионных взносов. Это защита от тех, кто хочет полностью вложить, например, свою пенсию в крипту. Нет, всего лишь максимум 20%. Ну вот, например, Министерство труда США скептически относится к капиталовложениям в цифровые активы, но пока не хочет вводить запрет на создание пенсионных планов. По мне, так это прекрасная инициатива, даже если никакого ажиотажа и не будет. Но я считаю, что у людей должен быть выбор. Хочет вкладывать в какой-нибудь Dogecoin и Shiba Inu? Пожалуйста, отправляй свою пенсию именно туда. Хочешь купить рубли? Пожалуйста, покупай рубли. Я думаю, все американцы тайно мечтают закупиться рублями. Ну а если не нужны рубли, можно купить биткоин. Вот, например, в такой ситуации мы сейчас находимся. Находимся у нижней грани вот такого восходящего канала. Также на индикаторе RSI находимся у линии поддержки, от которой может случиться отскок. Поэтому даже с учетом вчерашнего пролива и съема стопов, для меня все еще здесь в приоритете поиск лонгов. И при возможности я снова куплю в расчете на отскок. Еще одна интересная ситуация находится на графике профита. Какой процент предложения биткоина сейчас находится в профите, кто сейчас зарабатывает? На данный момент мы пролились и показываем даже меньше 60%, 59,9%. Но если приблизить ситуацию, здесь можно рассмотреть вот такую занятную штуку. Если соединить фиолетовую метрику, то мы видим снижение. Если соединить ценовую метрику, то мы видим увеличение. То есть, как вы понимаете, здесь у нас дивергенция. В прошлый раз, когда была такая же ситуация, вот здесь она была, профиты снижались, а цена не снижалась. После этого мы увидели рост. Сейчас у нас аналогичная ситуация, только в большем масштабе. Поэтому еще один плюс на то, что вскоре мы увидим хотя бы отскок, но в восходящем направлении. Ну и количество держателей, долгосрочных держателей, те, кто держит монету биткоин больше года, увеличилось. В прошлый раз, когда мы смотрели, был процент 64. Сейчас мы установили рекорд, и он теперь равен 65. Напомню, что когда этот процент низкий, мы находимся вблизи пика. Когда этот процент выше, мы находимся вблизи дна, либо начала булрана. Еще одна новость на сегодня, не очень ободряющая для Сальвадора. Опросы показали, что 6 из 10 жителей, то есть 60%, перестали активно пользоваться кошельком Chivo. Сальвадорцы просто забили на кошелек Chivo, на биткоины после того, как просто потратили приветственный бонус в BTC. После того, как Сальвадор легализовал платежи в биткоинах, каждому жителю был роздан и создан кошелек, на который начислено было 30 баксов в биткоинах. И вот 60% жителей просто потратили эти 30 баксов и перестали им пользоваться. Однако 40% продолжают до сих пор пользоваться биткоином и этим кошельком. Возможно, это связано с тем, что всего лишь почти 65% сальвадорцев имеют доступ к мобильному телефону с доступом в интернет, что достаточно мало. Интересно понаблюдать, что будет делать Наиб Букеле. Это глава Сальвадора, президент Сальвадора. Будет ли как-то он мотивировать использовать биткоин в дальнейшем своих граждан? Пока что он настроен оптимистически, даже приглашал директора криптобиржи Binance и обсуждали возможные варианты сотрудничества для того, чтобы как-то дальше работать в сфере криптовалют. Перед тем, как открыть график биткоина, давайте посмотрим логарифмические уровни. Видим, что мы все-таки покинули последний наш уровень, который находился на 40 тысячах, и направились вниз, как это и ожидается. Ближайший уровень поддержки у нас находится на уровне 37 тысяч. Вполне вероятно, туда мы и идем.
Возвращаемся к графику биткоина. Как говорится, попытка была неплохая, заходной был неплохой, но рынку виднее, и он снова забрал мой стоп. Однако здесь картина никак существенно не поменялась. По-прежнему здесь очень хорошая вероятность разворота не только локального графика, но и более глобальной ситуации, потому что здесь есть очень большая вероятность того, что мы в скором времени завершим волну Е, а это последняя волна вот в этом глобальном треугольнике. И если пропустить отскок, на который приходят все чаще и чаще сигналы, мы можем остаться вне нашего хорошего роста. Напоминаю, что здесь у нас глобальный треугольник ABCDE. Вполне возможно, что ABCD уже сформировано. Находимся, вероятнее всего, в формировании волны Е. Весь треугольник отменится, если мы пробьем вот этот лой в районе 28 600. Последние две волны нужно будет пересматривать, если мы пробьем 32 800. Вот этот лой. Ну и до тех пор волна Е может спокойно растягиваться. По-прежнему находимся на нижней грани оптимальной зоны для разворота. И лично я буду снова ожидать сигналов на разворот. После вчерашнего выноса их пока нет. Но как только они появятся, я, конечно же, залечу снова в лонг, поставлю стоп для того, чтобы подстраховаться от более крупного падения. Также росту биткоина может способствовать разворот индекса доллара. Вчера я показывал график, из которого можно сделать вывод, что вблизи находимся мы хорошего разворота. Но если рассматривать ситуацию по волнам, то пока мы не пробили вот этот вот пик на уровне 103, мы все еще находимся в треугольнике. У нас уже третий пик чуть ниже. Графически мы его потихоньку пробиваем, по цене мы его еще не пробили, поэтому здесь еще пока вероятен вот такой треугольник. Лои у нас повышаются, хаи пока понижаются. За этим графиком также важно следить, потому что, как мы видели вчера, показывал наглядно, вот на этом снижении у нас был булран биткоина 2017 года, вот на этом движении у нас был булран 2020 года и начало 2021. И если мы по индексу доллара снова пойдем в коррекцию, велика вероятность, что и биткоин повторит такую же взаимосвязь и пойдет на рост. Но стоит дождаться здесь остановки разворота. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм. Всем удачной торговли и счастливо!